В отличие от России, Украины и многих других стран, у Британии нет кодифицированной конституции, то есть единого документа, являющегося основным законом страны. Но это не отменяет того факта, что британская конституция существует, и возникает вопрос, что же она из себя представляет. Для начала немного предыстории. О введении единой конституции англичане задумывались еще в 1620-х годах с целью ограничения власти короля, но первые проекты конституции были представлены только в годы гражданской войны. Конституцию должны были принять по итогам Патнийской конференции 1647 года, однако нестабильная обстановка и бегство короля Карла I сорвали эти планы. В итоге Конституцию приняли лишь 10 лет спустя, когда власть в стране держал Кромвель. Ее основой стала скромная петиция, в которой была закреплена республиканская система правления и при этом прописана наследственная передача власти. Она действовала всего 3 года и была отменена после возвращения на трон Стюартов. О необходимости Конституции вспомнили после славной революции. В 1689 году была созвана Конституционная комиссия, которая в итоге отказалась от единого основного закона в пользу 3 актов: Великой Хартии Вольностей, Петиции о праве и Билля о правах. Так была заложена основа для британской конституции в ее современном виде. Разумеется, с годами она дополнялась новыми актами и законами. Современную конституцию Британии можно разделить на 3 секции. Первая – это статуты, то есть акты и законы о государственном устройстве, органах власти и правах человека, которые принимает парламент и утверждает правитель. Самым старым действующим статутом является Великая Хартия Вольностей, принятая при короле Иоанне Безземельном в 1215 году. Вторая секция – это судебные прецеденты, но только те из них, которые касаются прав и свобод человека и гражданина. И последняя секция – это исторически сложившиеся конституционные обычаи, регулирующие взаимоотношения правителя и парламента в неформальной форме. Важно отметить, что с 2017 года большая их часть утратила свой правовой вес. А как проводят поправки в британскую конституцию? Добавление или исключение статутов из конституции лежит на парламенте. Однако, это решение должно быть одобрено правителем. Что касается судебных прецедентов и конституционных обычаев, то за них отвечает Верховный суд, которому также необходимо согласие действующего короля или королевы. Подводя итог, можно сказать, что хоть раньше у Британии и был единый основной закон, современная британская конституция является комплексом правовых актов и законов, судебных прецедентов и конституционных обычаев. А за поправки в конституцию ответственны парламент и Верховный суд, которым для их проведения нужно получить согласие действующего правителя. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, с середины 19 века британские короли и королевы имеют право обнулять срок полномочий премьер-министра, но они им так ни разу и не воспользовались.